Приветствую всех на нашем канале. Обзор сегодня про проектор, который способен создавать картинку с полноценным оптическим разрешением 1900 на 1080 точек. То есть это нативное Full HD разрешение с такой внушительной яркостью в 7800 люмен. Есть возможность поддержки воспроизведения формата 4К. Сейчас более подробно. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Комплект поставки, фирменная упаковка. Справа это полноценное Full HD разрешение. Слева значение Resolution и Brightness, то есть более высокое разрешение и повышенная яркость. Также можем видеть технические параметры, и самое, что бросается в глаза, это внушительных 50 тысяч часов срок службы светодиодной лампы. На выбор предоставляется всего два варианта. Моя версия это с операционной системой Android 9.0. Для надежной транспортировки видим, все отлично упаковано. Есть много уплотнительного материала. Сбоку разъем для сетевого провода, совмещенный с тумблером. Включение-выключение проектора. С помощью данного регулятора колеса можно настраивать фокус, настраивать четкость. Справа видим отверстие для циркуляции воздуха, под которым видно расположение вентилятора. Сверху расположен порт инфракрасного приемника для дистанционного управления. Крышка в качестве заглушки для защиты оптики. На этой стороне расположены все гнезда для подключения. Первое это HDMI. Порт пригодится для подключения игровой приставки, компьютера, спутниковой приставки и других мультимедиа устройств. Рядом гнездо мини-джек 3,5 мм. Это для приема на проектор аудио-видео сигнала стандарта VHS и другие. Простыми словами, проектор способен принимать сигнал с пленочной кассеты, разумеется, при наличии такого проигрывателя. Рядом гнездо AUX, это уже для подключения наушников, также может использоваться в качестве источника линейного выхода, то есть для подключения внешнего усилителя мощности. И еще два гнезда стандарта USB, это уже для расширения мультимедиа возможностей. Сзади расположены два широкополосных динамика и диаметр примерно 5 см. Единственная кнопка на приборе – кнопка включения-выключения проектора. С виду очень хорошее качество материала, в том числе отличное качество изготовления. Снизу для надежного крепления на кронштейн предусмотрены бронзовые резьбовые вставки. Для хорошей фиксации на плоскости и сцепления есть такого плана резиновые ножки. На бирке можем видеть название бренда и название модели, еще и максимальная мощность устройства в 90 Вт и такое яркое громкое предупреждение, чтобы случайным образом не перекрывать эту перфорацию, выделяет большое количество тепла, и этот участок для проектора не следует перекрывать. Есть и отметка с датой производства. Есть опорная ножка, которая позволяет более точно подстраивать угол проекции. Также в комплект поставки входит компактный пульт дистанционного управления. Качество тоже неплохое и питается от двух элементов стандарта 3А 1,5 вольт. Провода стандарта RCI с разъема mini-jack 3,5, как уже говорилось, для подключения довольно устаревших приборов. Сетевой провод также имеет вилку сразу под наши стандарты и с запасом потоку более чем в 10 раз. И длина такого провода 180 сантиметров. Для подключения к проектору современных устройств также прилагается кабель стандарта HDMI, и длина такого провода чуть более 120 сантиметров. И для обслуживания оптики, для очистки предусмотрена специальная салфетка. Ну и руководство пользователя на английском языке.
Видим и мощность динамиков 5 Вт, вес в 2 кг и все возможности подключения указаны в данном разделе. Ну и возможная поддержка форматов аудио, видео и графики. Диагональ картинки чуть менее 1 метра и максимум в 5 метров. Но для максимальной картинки 5 метров требуется расстояние от стены в 4 метра. Первое включение прибора сразу же запускается и принудительная система охлаждения. Проекцию будем создавать на расстоянии от стены 280 сантиметров. Видим, появляется внушительных размеров картина с диагональю примерно 2,5 метра. Для каждого расстояния требуется более точная подстройка фокуса. Для этого с помощью регулятора можем точно настраивать четкость картинки и видим, насколько меняется качество изображения. А если использовать специальное полотно, это так называемый экран для видеопроектора, и тогда уровень детализации становится еще лучше. Хотя это можете заметить даже на примере обычной офисной бумаги в столь близком расстоянии. Сверху также можем видеть значки, которые отражают статус подключения, ну и другую полезную информацию. Помимо наличия Wi-Fi, встроенный Bluetooth модуль также позволяет расширить беспроводные возможности данного проектора. По органам управления сделано все интуитивно, быстро и понятно, и даже пользователи более старшего поколения спокойно смогут овладеть данным устройством. По картинке не могу заметить никаких артефактов, присущие большинству бюджетных DLP или LCD проекторов. При дневном свете также видим, спокойно можно разглядеть картинку. Радует наличие обильного заводского предустановленного программного обеспечения, в том числе и куча различных игровых приложений. И для запуска, как видим, есть необходимость подключения к сети, и возможно даже потребуется обновление или даже установка этих приложений. И если кому интересно, можно попробовать сделать отдельное для этого видео. С помощью данной кнопки можно включать и выключать функцию мышки или, так скажем, курсора для тех, кому непривычно работать с клавиатуры, но не знаю, мне кажется, все-таки перемещаться и управлять куда даже проще с комплектным пультом дистанционного управления. Если с Wi-Fi разбирается даже ребенок, то для сложных инсталляций при размещении проектора на потолок в барах, ресторанах или учебных заведениях, где физически невозможно проложить кабель, есть такая ценная функция Miracast, которая позволяет при наличии специальных адаптеров передавать сигнал беспроводным способом с игровой приставки и других источников сигнала. Поддержка Bluetooth также позволяет с помощью мобильных устройств беспроводным способом согласовать аудиовоспроизведение. С помощью этой кнопки качельки возможно регулировать громкость звучания из числа доступных регулировок от 0 до 100%. С этой кнопкой можем выбирать различные способы связи проектора с различными источниками сигнала. Кнопка с перечеркнутым динамиком, естественно, отвечает за функцию включения и отключения звука. Контекстное меню начинается с раздела поиска. Есть еще раздел настроек, в котором выпадают два таких раздела. В первом это возможность обновления системы, а справа это уже раздел основных настроек. С помощью этого раздела мы уже знаем, как настраивать сеть. Строка снизу позволяет настраивать выбор языка. Из числа доступных видим достаточно много популярных языков мира. Оранжевая кнопка позволяет производить сброс по умолчанию на заводские установки. В разделе «Настройки приложения» открывается весь перечень доступных установленных приложений, в котором также можем включать, отключать или удалять. В общем, это похожая система, как на аналогичных Android-системах. В разделе «Настройка проекции» можно конвертировать в зеркальное отражение.
А если потребуется проектор подвесить на потолок, то с помощью данных настроек картину уже можем отразить и по вертикали, то есть повернуть или правильнее назвать перевернуть на 180 градусов. В случае неудобного размещения проектора картина теряет прямоугольную форму, и с помощью функции корректировки из 4 точек получается правильно оптимизировать из трапеции форму прямоугольника. И еще одна форма корректировки — это тоже на случай, если проектор сильно смещен от центра расположения, то с помощью данных регулировок можно менять перспективу и убрать геометрические искажения. И остальные настройки — это уже установка времени, даты, также информация о версии прошивки, ну и система Android версии 9.0. С помощью этой кнопки, минуя основные настройки, можем снова сразу зайти в раздел «Настройки формы изображения» для правильной корректировки с помощью 4 точек регулировок. На примере небольших фрагментов попробуем проектор в работе. Для этого сперва выбираем работу с USB накопителем, и сразу же хочу сказать, отличная живая картина. Если сравнивать с прошлой моделью V6, то здесь наблюдается из-за более высокого разрешения более лучшая детализация, а более высокая яркость, и все в совокупности создает более яркую, насыщенную картину и отличное погружение в атмосферу. Чуть далее проверим наличие вредного мерцания для глаз. Эффект пикселя зерненности здесь особо незаметно, разумеется, если и разрешение на исходном видеоформате также будет не ниже Full HD разрешения. Что касается шума от вентилятора, это не так громко, особенно при размещении проектора в потолок. За несколько часов работы после нормального прогрева температура на корпусе особо не поменялась, а вот где вентилятор, в зависимости от температуры помещения, выделяется тепло даже под 50 градусов Цельсия, хотя остальная часть корпуса не так сильно греется. Несмотря на очень высокую энергоэффективность светодиодной лампы, более высокой мощности нужно рассеивать много тепла, и эту область старайтесь не перекрывать во избежание перегрева и выхода из строя проектора. Что же касается опасного мерцания для глаз, смотрим при различном уровне регулировки яркости. Как видим, нет никакого вредного паразитного мерцания. Пробуем обнаружить мерцание и на самой лампе. И здесь тоже, как видим, все чисто, без каких-либо явно выраженных помех широтно-импульсной модуляции. На расстоянии чуть более 1 метра создается такое компактное яркое изображение. И по яркости, как можем заметить, она ярче яркого монитора. В целом, данный проектор на базе Smart операционной системы Android 9.0 позволяет заниматься серфингом в интернете, либо это смотреть онлайн видео, также играть игры на Android. И теперь немного послушаем, как работает встроенная акустическая система.
Спасибо за просмотр и до новой встречи.